Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы поговорим о наших врагах, поговорим о том, как вы можете избавиться от них с помощью одной простой практики и особых волшебных слов, которые вам нужно будет обязательно произнести при проведении этой практики. Практика очень простая, главное ваше желание и понимание того, что да, ваши враги вам причиняют боль, они вам мешают жить и дальше двигаться. Прямо сейчас ставьте лайк, а в комментарии напишите слово «защита», и пусть Вселенная оберегает, охраняет вас. Это очень важно. Вы знаете, у каждого из нас есть враги, видимые, невидимые. Многие люди показывают нам, что они наши самые добрые, милые люди, и мы, соответственно, открываем перед ними душу, потому что мы думаем о том, что это действительно те люди, с которыми нам будет интересно, комфортно, но вы должны понимать и то, что такие люди, именно ваши враги, ваши недоброжелатели, это, как правило, завистники, это, как правило, злые люди, которые пытаются всеми своими силами причинить вам боль, привнести в вашу жизнь разлад, уничтожить вашу жизнь. И вы знаете, есть даже люди, вот которых программа прописана именно кармическая, что их цель это разрушать все в своей жизни, в жизни своих родных, близких, в своем окружении, придумывать себе врагов, которых не существует в реальности, но им это нравится, и они начинают разрушать. Они, знаете, продумывают каждый свой шаг, при этом они так настолько виртуозно играют с другими людьми, что вы их никогда на первом этапе не заметите. Как правило, это люди, которые вас очень хорошо знают, то есть это ваши, может быть, коллеги по работе, с которыми вы каждый день общаетесь, с которыми вы каждый день обедаете, это может быть ваша знакомая, которая очень часто бывает у вас в доме, это может быть соседка. И здесь вам очень важно понимать и осознавать, что ваш дом, он предназначен только для тех людей, которых вы любите, которых вы цените, которые вы поддерживаете и вас поддерживают. Но не стоит в свой дом приводить и приглашать тех людей, которых вы знаете мало. Бывает так, что вы можете знать этого человека и 20, и 30 лет, а потом окажется, что один день этот человек приходит к вам и начинает выяснять отношения и начинает вам в таком вот истеричном тоне с криками рассказывать о том, что вы во всем виноваты. А вы все эти 20-30 лет думали, что это ваш друг, что это ваша самая лучшая подруга, с которой вы прошли очень многие этапы в своей жизни. И здесь очень важно понимать, осознавать, что врагов в вашем окружении очень много. Запомните, вам всегда будут в чем завидовать. Даже если у вас, как вы считаете, нет того должного образования, возможно, у вас нет тех денег, которые у других в вашем окружении, но у вас есть совсем другое, что у тех людей или вашей подруги, или вашей знакомой нет. Это может быть самое банальное. Например, вы живы, вы здоровы, у вас прекрасные отношения в семье, с родителями, с детьми, с внуками, а у другого, вашей коллеги, ничего этого нет. Она приходит домой в холодную квартиру и не знает, куда себя деть, потому что у нее ничего нет. И вот таких людей нужно не то чтобы бояться, от них нужно оберегать себя и свою семью, потому что они умеют так наврать, так красиво рассказать, что другие люди в это верят. И даже бывает так, что отдают свое имущество, свой бизнес и так далее. Этого делать не стоит. Поэтому нужно уметь правильно оберегать себя и защищаться от таких людей. В первую очередь, друзья, вам не нужно быть открытыми перед всеми. Да, хочется поделиться какими-то новостями, какими-то историями из своей жизни. Но вы должны понимать и то, что человек, именно человеческая натура, она такая, что человек всегда завидует. Даже если вы пойдете в магазин и ваша знакомая или коллега тоже купит в этом магазине ту или иную вещь, все равно найдется причина, чтобы вам позавидовать. Например, у вас остались в кошельке деньги еще на покупку платья, а у нее не остались. И у нее уже мысли, а откуда у нее деньги, если у нас одинаковые зарплаты? А возможно, вы подрабатываете, возможно, вы даже в неурочное время моете, например, полы в библиотеке или в школе какой-то, или в каком-то предприятии. Да, никто не видит, никто не знает,
знает о том, как вы эти зарабатываете деньги, но проблема вся в том, что человек начинает считать чужие деньги. И вот здесь вам нужно уже задуматься, тот ли человек в вашем окружении, который вам нужен. Потому что очень часто бывает, слова, сказанные в шутку, потом становятся такими словами, там, знаете, словами, репликаторами, которые показывают, что с этим человеком нужно быть очень осторожным, внимательным, потому что бывает так, что у вас одна и та же должность, вы те же получаете премии, бонусы, отпуска и так далее, но вы еще где-то подрабатываете, или у вас муж, да, хорошо зарабатывает, да, или кто-то из членов семьи, и у тот, с кем вы дружите, возникает вопрос, а откуда у вас деньги, почему столько денег, почему вы себе можете позволить там отдых за границей или купить какую-то интересную вещь и так далее, и так далее. У каждого это будет своя ситуация. Здесь вам нужно, вот если вы должны это чувствовать на интуитивном уровне. Также старайтесь как можно меньше рассказывать о себе, о каких-то своих слабостях, о тех же проблемах со здоровьем, в семье, то, что происходит, с родителями, с имуществом, которое, возможно, у вас есть. Не стоит рассказывать, не стоит делиться. Знаете, когда человек меньше знает, он лучше, говорят, спит. И это, знаете, все неспроста. Научитесь держать язык за зубами. Да, это очень сложно. Почему? Потому что человек хочет общаться, да, но вы должны понимать и то, что это общение в один момент может привести к плачевным последствиям, что вы останетесь просто-навсего у разбитого корыта. Надо ли вам такое счастье? Скорее всего, нет. Также старайтесь как можно меньше приглашать в свой дом, в свою квартиру знакомых, подруг и так далее, и так далее. Почему? Потому что вам просто могут принести подклад. И это установить в том месте, знаете, для того, чтобы установить подклад, положить его в вашей квартире или в доме, много времени не нужно. И соответственно, вы не всегда будете контролировать человека, который находится у вас в доме, потому что вы думаете о том, что он доброжелательный, что он к вам искренне пришел с вами чем-то поделиться, рассказать и так далее, и так далее. Но потом оказывается, что человек принес вам подклад, потому что в вашей семье ни с того ни с сего начали происходить какие-то определенные не очень хорошие события. В первую очередь, возможно, вы не заметили этого, но вы должны понимать о том, что когда человек приносит какой-то подклад, они есть разных видов, они разные, есть с разными негативными программами. Но в любом случае, рано или поздно начинается, вот эта программа начинает действовать, она активизируется и начинает происходить в вашей жизни те или иные события. А самое интересное, это ваша знакомая, подруга, как только у вас начинают происходить определенные нехорошие события, она тут как тут. При этом вы еще никому не успели сказать, а она уже об этом знает, потому что она своими руками создала вам проблему, и она вот только и ждет, чтобы у вас что-то не очень хорошее произошло. Поэтому помните о том, что ваша семья, это ваш муж, ваши дети, родители, если вы в хороших, теплых отношениях, это вот те люди, с которыми вы можете делиться. Все остальные, это все-таки люди чужие. Даже если вы думаете о том, что вы с этим человеком были в каких-то тяжелых обстоятельствах, помните о том, что в 90% случаев все-таки такие люди всегда будут завидовать, они вам будут желать зла, хотите вы этого или нет. Также вы должны понимать о том, что очень часто бывает так, что вы можете уже на интуитивном уровне почувствовать, что вам желают зла, что на вас наводят порчу, что вам отправляют какую-то негативную программу, и вы прямо на интуитивном уровне вы чувствуете. И здесь очень важно правильно провести одну практику, о которой мы с вами, друзья, далее поговорим. Она очень простая, но она действительно очень действенная. Итак, что мы, друзья, с вами делаем? Итак, вы почувствовали, что вам отправляют негатив, вам отправляют какие-то проклёны. Тогда в этом случае вы пришли домой. То есть эту практику вы можете провести в любое время, когда вам будет удобно. Главное, чтобы вы сами были морально готовы провести эту практику.
И очень важный момент, в этот момент, когда вы будете ее проводить, старайтесь быть одни в комнате и в туалете, чтобы ни кошечка, ни собачка, если у вас дома есть какие-то животные, птички, они вам не мешали, чтобы они вас не отвлекали, потому что они будут чувствовать вот эту энергию, и, соответственно, вы немножко можете не так провести, и эффект, соответственно, не тот будет, который вы ожидали. Это очень важно. Итак, вы почувствовали, например, у вас сегодня с коллегами что-то было непонятность, да, была какая-то ссора, был скандал, или вы прям почувствовали, что где-то шли по улице, и вот прям вам стало плохо или нехорошо, вы поняли, что ваш адрес отправлен негатив. В этом случае что мы делаем? Вы приходите домой, и вы понимаете, что вам все, нужно провести эту практику. Берете листок бумаги и пишите от руки имя своего врага. Это может быть несколько человек, например, когда вы работаете, да, с коллегами по работе, там, отдел ваш, например, с 5-6 человек, и вы предполагаете, что это несколько человек, и вы знаете их имена. В таком случае напишите эти имена по порядку. Бывает так, что вы не знаете имена врагов. Тоже такое бывает. Что в этом случае делать? Просто на листке бумаги напишите слово «враг». Обращаем ваше внимание, что для проведения этой практики вам понадобится еще емкость. Желательно тарелка, потому что мы с вами будем поджигать этот листок, и чтобы вы соблюдали технику пожарной безопасности. Итак, написали. После этого что мы сделаем? Мы берем этот листочек и комкаем. Просто берем комкаем. Представляем себе в этот момент, что весь негатив, который был отправлен в ваш адрес, переходит на этот листочек. Далее вам нужно сказать следующие слова. Твои мысли и слова обратно тебе возвращаю. Что отправил, мне все отдаю. Дорогу закрываю тебе, истина. После этого вы поджигаете этот листочек бумаги, поджигаем от спички, ни в коем случае не используем зажигалку, только наши, как говорится, советские спички. Это очень важно. Подожгли, пусть оно сгорит, и в этот момент смотрите на огонь, как он сгорает, и представляете, как вот негатив и все то, что вам пытались отправить, вы представляете, что оно уходит от вас, что оно испаряется, исчезает. Далее, что мы с вами делаем? Мы идем в туалет. И вот этот пепел черный с нашей тарелки мы выбрасываем в унитаз. Именно в унитаз, не в умывальник. Это очень важно. Если у вас нет, вы живете в частном доме, у вас, например, нету туалета в доме, но бывает, да, в таком случае мы тоже подскажем, как вам сделать. Если у вас дома есть унитаз, мы берем то, что пепел, выбрасываем в унитаз и говорим следующие слова. Возвращаю тебе все обратно, истина. И смываете. Если в вашем случае нет в доме у вас унитаза, нет туалета, бывает, да, если кто живет в селе, в деревне, это нормально. В таком случае что мы делаем? Мы берем этот пепел, выбрасываем в туалет, а сверху посыпьте солью и налейте немножечко воды. То есть вот эти туалеты, которые у нас чисто экологические, да, кто живет в селах и в деревне, сначала выбрасываем этот пепел, потом мы бросаем щепоточку соли и немножечко воды. Если есть святая вода, можете святой водички, буквально пару капель. После этого что мы делаем? Обязательно вот эту тарелку промойте очень хорошо и положите где-то, ну, так, чтобы вы на кухне ее больше не использовали. Эта тарелка, кстати, может быть какая-то у вас старенькая, это может быть с какими-то, возможно, сколами, которые вы планировали ее выбрасывать, но вот как-то руки у вас не доходили, да, и сложить ее в отдельное место, чтобы больше никогда ее не использовать на кухне, чтобы никогда больше с этой тарелки ничего не есть. Это может быть и другая какая-то посуда, главное, чтобы когда вы будете ее поджигать, чтобы у вас не произошло пожара. Это очень важно. Если есть возможность тарелочку эту выбросить, выбрасывайте ее, но главное, когда вы будете выбрасывать, нужно, чтобы она разлетелась, то есть, чтобы это очень именно важно. После этого пойдите, помойте руки, умойте лицо. Вообще лучше помыться, конечно же,
и помыть обязательно волосы. Если у вас, вы, например, в дневное время, да, и вы не хотите, то хотя бы умойте лицо и помойте руки. И в этот момент можете прочитать любую молитву. Та же молитва «Отче наш» или ту, которую вы знаете. Возможно, в этот момент вы захотите что-то другое произнести. Можете эти сказать слова. Вот такая, друзья, практика, она вам очень поможет. Но обращаю ваше внимание, что после этой практики ваш враг постарается как-то к вам заявиться. Он может вам позвонить, он может отправить сообщение, прийти к вам на чашку чая. И здесь ваша задача улыбаться, ни в коем случае не рассказывать о том, что вы что-то делали и так далее. Потому что человеку это все вернется обратно. И то, что ему вернется, к сожалению, ему мало, как говорится, не покажется. Но это его уже выбор, потому что бумеранг всегда возвращается. И помните о том, что закон бумеранга никто не отменял. Можно обмануть друг друга, мы можем с вами обмануть, но Вселенную обмануть нельзя, Бога обмануть нельзя. Как говорится, все ходы записаны. И все рано или поздно возвращается. Поэтому, пожалуйста, не держите зла на этого человека, как говорится, отпустите с чистой душой, и пусть идет своей дорогой. А вы уже сделайте выводы, старайтесь больше с таким человеком не общаться. А если вы, например, коллеги или как-то вы взаимодействованы, то, знаете, улыбайтесь красиво. Знаете, всегда можно поговорить о погоде, о моде, то есть о таких вот темах, которые, ну, никак не взаимосвязаны, и у вас точно не будет там конфликта или какой-то ссоры. Вот такая вот практика, друзья, которая вам очень поможет. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк в комментарии, напишите слово «защита», пусть Вселенная вас оберегает и охраняет. Но прямо сейчас на экране вы видите 2 всплывающих окна. Друзья, это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.